Однажды в Италии сын поссорился с отцом. Казалось бы, дела семейные, чего не случается между близкими людьми. Но эта история ужасно началась, страшно продолжалась и трагически закончилась. Причем закончилась она лишь для некоторых ее участников, а остальные, их немало, обречены тащить ее за собой всю жизнь. Большинство даже не понимая до конца, что же все-таки произошло. Однажды в Италии. Эта история, как и многие на этом канале, случилась в маленьком итальянском селении. Даже не маленьком, крошечном. Едва наберется всего пара десятков домов. Все жители друг другу родственники, так что на деревню хватило 2 от силы 3 фамилий. Одна из них Капачитти, другая Перуццо. Почти как у Шекспира. Правда, читая Шекспира, мы всегда знаем, какой конец нас ожидает. А в этой истории ничто не предвещало. Как, впрочем, это чаще всего и бывает в реальной жизни. Но начнем знакомиться с героями. Итак, Микеле Перуццо. Угрюмый, неразговорчивый тип. Родился там же, где и все остальные участники этой истории: Каза Кастелло, коммуна Бальсарана, Центральная Италия. Едва осилил начальную школу, зато много и хорошо работал на стройках. Совсем молодым эмигрировал в Австралию, опять много и хорошо работал. Потом женился, не возвращаясь в Европу дистанционно по доверенности, на остававшейся в Италии своей односельчанке Марии Джузеппе Капачитти. Женщине идея переезда в такую далекую страну не нравилась. Она уговорила мужа вернуться в родную деревню, и они поселились тут же, по соседству с братом Марии Джузеппе Капачитти. Их жизнь была простой и спокойной. Микеле работал, в свободное время строил новый дом для семьи. Мария воспитывала детей и тоже работала. Как многие из тех, кто всю жизнь был занят тяжелым трудом строителя, Микеле далек от романтики. Замкнутый и грубоватый вне дома, в семье он тоже мало говорит. А если и чувствует любовь к домашним, особо ее не проявляет. Да, он не был ни ласковым мужем, ни заботливым отцом. Но и пороков особых не имел. Что называется, не пил, не бил, с работы домой, из дома на работу. Простой, спокойный мужик, каких миллионы, и не только в Италии. Ну, по крайней мере, на вид. У Шурина Микеле, Джузеппе Капачитти и его жены Дины примерно то же самое. Тоже оба работают, тоже все в дом. Детей, правда, 2, мальчик и девочка. Тут Мария с Микеле их обскакали, родив 3 мальчишек. Двоюродные Кристина Капачитти и Мауро Перуццо, младшая дочка одной семьи и средний сын второй, очень дружны. Хотя Кристине нет еще и 7, а Мауро уже 13, и выглядит он на все 16, а то и 18. Впрочем, в деревне не так много детей, понемножку все дружат со всеми. А высокий рост еще не повод исключать человека из компании. И к тому же, хотя на дворе уже 90-й год, в Каза Кастелло все свои. Ни о каких опасностях тут и думать не думают. Дети живут своей детской жизнью. Допоздна носясь по окрестностям, забегают выпить стакан воды и закусить куском пирога в тот дом, что ближе оказался, не особо разбираясь в родственных связях. Тем более, что все равно все кем-нибудь друг другу доводятся. А потом в один день все навсегда рухнуло. Когда 23 августа 90-го года маленькая девочка не вернулась домой с обычной вечерней прогулки. Кристине Капачитти вот-вот исполнится 7 лет. Из-за темных волос, светлой кожи и обаятельной улыбки все ее зовут Белоснежкой. Это очень милая девочка с живым взглядом и быстрой речью. Не по годам развитая, с решительным лидерским характером, предпринимательской жилкой и особой харизмой. Ураган симпатии и жажды жизни. Весь день Кристина провела на крошечной центральной площади деревушки. Вернулась домой около 8 часов после того, как отец громко позвал ее с порога. После ужина девочка снова попросилась погулять, как делала каждый вечер, потому что на улице было еще светло. Малышка взяла йогурт из холодильника и вышла из дома, перед уходом несколько раз повторив родителям: «Не беспокойте нас, я сама знаю, когда нужно вернуться», вызвав у матери скорее усмешку, чем беспокойство. Как уже говорилось, девочка была шустрой, самостоятельной, но при этом послушной и действительно никогда раньше не заставляла за себя волноваться. Так что родители даже не спрашивали, куда и к кому она идет.
Когда к 9:30 Кристина не вернулась, мать Дина отправилась искать ее на площадь. Потом по подружкам, потом по соседям, потом по окрестностям всем поселкам, потом с полицией. Ее нашла на рассвете полицейская собака Бэмби, уже холодную. Маленькое тело лежало в неглубоком рву, полускрытое колючими зарослями всего в 150 метров от дома. На девочке остались белые майка и носки. В стороне лежали кроссовки, малиновые спортивные штаны и испачканные кровью маленькие трусики. На голове рана, похожа от окровавленного камня, что валяется неподалеку. На горле отпечаток ладони, настолько четкий, что позволяет определить, правой или левой рукой душили девочку. Каза Костелло погрузилась в траур. Когда умирает такой маленький ребенок, это горе даже для чужих, а в таком маленьком селении Кристина Белоснежка всем была немножко дочкой. Деревню наводнили телевизионные группы, новости из маленькой коммуны Бальсарана шли в прямом эфире каждый день. И в каждом выпуске главный вопрос «кто?». Кто надругался над девочкой практически у нее дома, может, кто-то из местных, кто-то, кто хорошо знал эти леса и укромные места. «Нет, это невозможно», — защищались жители деревни. «Никто из нас не способен на такое. Монстра нет среди нас». Догадки строят даже дети, которые теперь не выходят из дома без строгого надзора. Из уст в уста ходит то ли свидетельство, то ли страшилка о том, что в день трагедии в деревне видели чужака. Человека на машине с неместными номерами, около 40 лет, бородка и черные очки, чем-то странный. Вот только чем. Полиция проверяет все версии, но чем дальше, тем больше склоняется к тому, что убийцей был кто-то из своих. Кто-то, кто хорошо знал окрестности, кого хорошо знала Кристина, и с кем собиралась в тот вечер встретиться. Она вышла из дома не ради прогулки с подружками. Одна из них, Сара, была в отъезде, вторая, Аньеза, не могла выйти из дома, потому что у дедушки был день рождения. При этом родители совершенно уверены, девочка могла пойти только с тем, кого хорошо знала и кому доверяла, так как всегда была очень осторожна и к тому же боялась темноты. Вскрытие установило, что ребенок был убит между 20:30 и 20:45, то есть всего через несколько минут после того, как она вышла из дома. Причина смерти – удушение. Рана на голове опасной не была, и изнасилования тоже не было. Преступник лишь попытался это сделать, но по каким-то причинам не довел дело до конца. Из всего этого постепенно вырисовывается первая версия развития событий. Выйдя из дома в 20 минут 9, около 20:30 Кристина встретила кого-то, кого она знала настолько хорошо, что ушла с ним. Возможно, родственника, возможно, кого-то очень близкого ей по возрасту. Должно быть, они играли в какую-то игру, которая вдруг вышла за рамки обычного. Девочка, возможно, испугалась, угрожала все рассказать. Пыталась остановить своего друга, закричать, позвать на помощь. Тот тоже испугался, ведь все происходило близко к дому, Кристину легко могли услышать. И в надежде остановить крики сдавил девочке горло. Затем он потащил ее, возможно, швырнула большой камень и спрятал среди густых зарослей. И в этом свете совсем иначе звучат последние сказанные Кристиной родителям слова «Не звоните нам». Кого она должна была встретить в тот вечер? Почему так настаивала, чтобы их не беспокоили? Любая мелочь, любая деталь может оказаться полезной. Так что были допрошены все местные жители. Мужчины, женщины, пожилые люди и дети. Все. В Бальсаране и окрестностях начинается психоз. Люди косятся друг на друга, каждый примеряет роль монстра на соседа, и никто не видит другого способа избавиться от страха, кроме как немедленно отомстить и покарать. Осталось только найти кого. «Если я его найду, — не смущаясь, говорит один из сельчан перед телекамерами, — я повешу его на самом высоком столбе». Журналисты кружат по деревне как коршуны, в поисках жареных подробностей, заглядывая не только в глаза, но и в окна. Камеры ловят каждую подробность, бесстыже выставляя на показ рыдания бледной осунувшейся Дины, потерянные глаза Джузеппе, слезы на лицах людей, провожающих маленький белый гроб. Их душит скорбь, но они не могут забыть и о том, что где-то среди них, возможно, идет за гробом и тот, из-за кого маленькая Кристина теперь лежит в нем. Днем 26 августа Белоснежку из Бальсарана похоронили. А наступившую вслед за этим ночь журналисты окрестят ночью загадок.
Опросив всех местных жителей, полиция выясняет, что последним Белоснежку видел двоюродный брат Мауро Перуццо, уже упомянутый 13-летний сын Марии Джузеппе, сестры отца Кристины. Это подтвердит и он сам, рассказав, что встретил сестренку на улице после обеда, починил ей велосипед, и они вместе направились на деревенскую площадь. Там дети разошлись. Мауро остался со своими друзьями, Кристина пошла к девочкам. А еще Мауро скажет, что в тот день оставался на площади до 9 часов вечера и ушел оттуда вместе с Кристиной. Причем якобы он пошел к себе домой, а она к подружке Саре. Как мы уже знаем, а Мауро на тот момент не знал, Сара в тот день была в отъезде, и Кристине незачем было к ней идти. Но главное, как он мог видеть девочку в 21:00, если экспертиза точно говорит, что уже в 20:45 она была мертва? Похоже, Мауро врет. Его допрашивают повторно, 13-летнего, без родителей, психолога и адвоката. И, еще до того, как будет сверстан тираж газет для следующего утра, Мауро Перуццо признается, что это он убил свою маленькую кузину. Забегая вперед, скажу, что разных версий случившегося у Мауро будет много. Всего насчитали 17, только официальных 10. И в самой первой подросток расскажет следователям, что в тот вечер именно Кристина заманила его в рощу. Хотела показать каких-то зверушек. А потом неожиданно девочка спустила штаны, и Мауро даже отругал ее за это, призывая одеться. Кристина, испугавшись ругани, побежала, но, запутавшись в спущенных брюках, споткнулась и упала, ударившись головой о камень. В этой первой версии Мауро, увидев кровь, потерял всякий контроль над собой и, почти не осознавая того, что делает, сжал шею Кристины и закрыл ей рот, чтобы она не кричала. А потом, когда девочка перестала биться, бросил ее тело в ров. Мауро выглядит гораздо взрослее своих лет, он на голову выше отца. Глядя на такого здоровяка, очень легко забыть, что по возрасту это ребенок. Когда прокурор дал интервью и в нем сообщил новость, что монстр из Бальсарана – это Мауро Перуццо, о том, что ему всего 13, забыли все. У дверей полиции собралась разъяренная толпа, готовая растерзать парня. Карабинерам с трудом удается увести его, чтобы доставить в суд по делам несовершеннолетних, для другого допроса и разрешения на официальное задержание. Там, в ту же ночь, но уже другому следователю он выдает новый вариант развития событий. Подросток сознается, что не Кристина пригласила его в лес, а он сам убедил ее пойти с ним, потому что, цитата, «хотела владеть ею». Он толкнул ее, чтобы она легла, она ударилась головой о камень и, видимо, потеряла сознание. Он стащил с нее штаны и трусики, но не смог довести дело до конца. Потом испугался, что девочка расскажет о случившемся матери, и задушил ее. Однако и на этом ночь тайн не кончается. В 2 часа, когда станки уже печатали утренний тираж газет с новостью о том, что Мауро Перуццо сознался, он отрекся от своих слов. Прокурору приходится давать еще одно интервью, объяснять, что первое сообщение было слишком поспешным, и парень, чье фото уже пошло на первые полосы газет, на самом деле оговорил себя, дабы спасти отца. А вот теперь он, наконец, сказал правду. И правда это в том, что монстр из Бальсарана – отец Мауро, Микеле Перуццо. «Я все выдумал, это мой отец убил ее», – цитировали Мауро следователи. Никто, кроме присутствовавших при допросе, не знает, как и почему произошло это отречение. Таинственным образом кассета с аудиозаписью отказа от признания, важнейший процессуальный документ, исчезла. Единственная версия этого исчезновения, предложенная делавшим запись полицейским. Видимо, я что-то записал поверх. Точно известно лишь одно. Это признание и эта кассета существовали. Микеле Перуццо утверждает, что ему давали послушать отрывки. Но обстоятельства этого признания, увы, навсегда останутся неизвестными и для решающих дело судей, и для выносящей свой приговор общественности. Давили ли на подростка, уговаривали, задавали наводящие вопросы и подсказывали ответы. А может, наоборот, советовали подумать и предупреждали о наказании за клевету. Никто никогда уже не сможет оценить, в каких обстоятельствах Мауро Перуццо впервые обвинил своего отца в страшном преступлении.
Причем сыну этот договор мало что давал. Поскольку он не достиг 14 лет, Мауро не мог отвечать ни за свои слова, ни за свои действия, ни даже за убийство, если совершил его. Ему ничего бы не было. Впрочем, вряд ли он сам и его родители, из-за, мягко говоря, невысокого уровня образования, знали об этом. Подросток описывает новый сценарий, превращающий отца в чудовище, убивающее детей, по низменным и отвратительным мотивам. В этой шокирующей версии Мауро якобы видел, как отец уходил с двоюродной сестрой около 20-30. Это показалось ему странным. Он проследил за ними до рощи возле дома. Увидел, как отец набросился на бедную Кристину, услышал крики двоюродной сестры и тишину после. А еще, что он очень любил Кристину и даже хотел покончить с собой, так ему было ее жалко. Для Микеле это обвинение окажется не просто неожиданным, оно станет катастрофой. Но все же он ответит, что ни в чем не виноват, и следователи окажутся в ситуации слова против слова. В эту длинную ночь в полиции находилась и жена Микеле, мать Мауро. Именно Мария Джузеппе и забила последний гвоздь в решетку, за которой окажется ее муж. Она рассказала, или, по крайней мере, подписала протокол, о том, что около 9:30 ее муж вернулся домой в неописуемом состоянии, повторяя: «Кристина мертва, Кристина мертва». А потом рассказал, что был с племянницей, отвел ее в уединенное место, и там девочка умерла. Женщина тоже отречется от своих слов, причем очень быстро. Через несколько дней, поняв, что наделала, она заявит журналистам, что Микеле ни в чем не виноват и все время был с ней. Мария Джузеппе расскажет, что на нее давили, кричали, запугивали, что она с самого начала говорила, что муж был с ней, но следователи пригрозили, что ее сын Мауро отправится в тюрьму на пожизненное, она сама туда же за соучастие, а остальных детей отберут, и все это, если она немедленно не подпишет протокол. Это было первое и последнее изменение ее позиции. Никогда больше она не отступит назад и всегда будет настаивать на том, что невиновны оба, и муж, и сын. Поздно. Ее слова больше никто не захочет слушать. Муж Микеле, не признавший себя виновным, никогда не простит ей того, что посчитает предательством, и не захочет ее больше видеть. Ее родня превратит ее в изгоя. Прежде всего, брат и отец погибшей Кристины Джузеппе. Он назовет Марию женой монстра, недостойной носить их фамилию, и тоже разорвет всякие отношения с ней. А в деревне у источника, куда женщины до сих пор приходили, чтобы по старинке прополоскать белье в проточной воде, появилась надпись: «Мария, жена убийцы, не смей мутить здесь воду». У этой трагедии много жертв, и Мария одна из них. Все, что ей останется, 2 сыновей. Среднего Мауро по распоряжению суда по делам несовершеннолетних заберут и передадут на воспитание в другую семью. Воздадим должное смельчакам, рискнувшим взять в дом подростка с такой историей, и вернемся в ночь загадок, которая, какой бы бесконечной ни казалась, близится, наконец, к рассвету. Утром газеты выходят с уже протухшими новостями. Мауро Перуццо выходит из полицейского участка под аплодисменты. Его считают героем, который готов был пожертвовать собой ради спасения отца. Самому же отцу Микеле Перуццо, чтобы дойти в наручниках от дверей до полицейской машины, понадобится защита. Разъяренные сограждане встречали его криками «Вот монстр!» и готовы были разорвать голыми руками, лишь бы выплеснуть наружу тот ужас и напряжение, которые испытывали. К сожалению, загадки этого дела вместе с этой ночью не заканчиваются. Как уже говорилось, Микеле Перуццо не признал себя виновным и не признает никогда. Но в версию его сына Мауро полиция верит. Да и куда ей деваться, не менять же в 3-й раз заявление для прессы. Но для суда просто верить недостаточно. Кроме слов, которые к тому же постоянно меняются, нужны доказательства, а с ними проблема. Хотя след от руки на горле девочки и совершенно четкий, но снять по нему отпечатки пальцев само собой невозможно. Так же, как их не снять с камня, о который ударилась Кристина. Он слишком пористый и пыльный. Вообще никаких отпечатков на месте преступления обнаружить не удается. Помогла бы экспертиза ДНК, но это 90-й год, и таких высот, как сейчас, эти анализы еще не достигли.
Полиция проводит обыск в доме семьи Перуццо. И, о чудо, доказательства находятся. В стиральной машине обнаруживается майка, на которой, как утверждает защита, сначала были только обычные пятна грязи. А потом, стоило адвокату отвернуться, как на предмете, откуда ни возьмись, появились аж 8 вырванных с корнем волос Кристины. Но главное – трусы. Окно ванной комнаты выходило на крышу, и на этой крыше обнаружилось сразу 3 мужских трусов. Похоже, кто-то в семье Перуццо имел странную привычку бросать их не в стирку, а на улицу. Правда, одна из находок явно пролежала на крыше не 1 год, вторая была слишком маленького размера. Зато на 3-й обнаружилась капля крови, принадлежавшая маленькой Кристине. Так что, вне всяких сомнений, именно носивший эти трусы человек и был убийцей. Сличив модель и марку, следователи решили, что поскольку на запертом в следственном изоляторе Микеле были надеты такие же, то и трусы с крыши тоже принадлежат ему. Напрасно мать семейства доказывала, что мужчины особо не заморачивались вопросом «где чье», и частенько просто натягивали на себя первое, что попалось в ящике с чистым бельем. Благо, размеры различались не сильно. Эти трусы убийцы, и закопали Микеле окончательно. Напрасно он отпирался, доказывая, что если бы это было его белье, он не сделал бы такую глупость швырнуть их в окно, а как минимум сжег бы столь серьезную улику. Против него ополчились односельчане. Кто-то вспомнил, что когда он вместе со всеми искал маленькую Кристину, у Микеле было какое-то не такое выражение лица. Кто-то рассказал, что Перуццо склонял и домогался. Ему тут же приписали педофильские наклонности. Хотя предполагаемые пострадавшие были его ровесницами, а то, что они говорили, лишь слова, никаких заявлений по этим фактам никто никогда не писал. Семья Кристины тоже считала, что убийца именно отец Перуццо, ведь кузен Мауро был так дружен с девочкой, он просто не мог этого сделать. Правда, Джузеппе и Дина признавали, что ничего компрометирующего в поведении дяди по отношению к племяннице не было. Да и вообще не было никаких контактов и отношений между ним и девочкой. Так что на вопрос, почему же она такая недоверчивая к малознакомым людям тогда вообще с ним пошла, единственный возможный ответ оказался: ну все-таки он же дядя. Но с точки зрения следователей этого вполне достаточно. Народ требует немедленно найти и покарать, и дело стремительно передают в суд с тяжелейшим обвинением: умышленное убийство, похищение с целью удовлетворения похоти и сокрытие трупа. Здесь Микеле Перуццо в очередной раз не везет, хотя, казалось бы, дальше уже просто некуда. Его жена поручает дело тому же адвокату, что защищал сына. Да так удачно, что Мауро признали совершенно непричастным. Наверное, женщина надеялась, тот, кто спас сына, спасет и мужа. Вряд ли она сообразила, что из-за найденных на крыше трусов всем совершенно ясно: убийца живет в их доме. И вопрос состоит только в том, сын это или отец. И уж точно не учла. Адвокат, который уже доказал абсолютную непричастность Мауро, не может теперь переменить позицию на противоположную и обвинить его. Естественно, этого и не случилось. Адвокат выбрал единственную для него возможную, но совершенно безнадежную стратегию. Преступление совершил кто-то третий. Он даже нашел этого третьего, парня из дома напротив. Тоже, кстати, по фамилии Перуццо. Итальянцы называют такие отчаянные попытки зацепиться хоть за что-нибудь карабкаться по зеркалам. Здесь вышло еще хуже. Зеркало, по которому пытался вскарабкаться адвокат, разбилось, и под его осколками была окончательно похоронена судьба Микеле Перуццо. У парня, которого защитник Микеле попытался втянуть в дело, оказалось железное алиби, а его мать, до того молчавшая, теперь дала показания. Дескать, она тоже видела, как Перуццо-старший пришел домой в подходящее время, слышала, как он говорил про то, что Кристина умерла. Для всех было проще поверить ей, чем рушить так старательно выстроенную версию. Односельчанка стала суперсвидетелем, позиция обвиняемого стала почти безнадежной. Тесты ДНК следов крови на трусах, анализ волос, найденных на майке, отсутствие у Перуццо алиби, обвинение в склонности к педофилии, обвинения, сделанные сыном и женой. На отказ Марии от этого обвинения никто не обращал внимания, так же, как и на многочисленные нестыковки в показаниях Мауро.
Суд первой инстанции открывается всего через 4 месяца после тех ужасных событий. По итальянским меркам стремительно до подозрительности. А уже 15 марта присяжные выносят решение. Микеле получает пожизненный срок. Приговор был встречен аплодисментами. В Казе Костелло устроили праздник с фейерверком. Монстр, наконец, пойман и упрятан в клетку. И все же с этими страшными обвинениями согласятся не все. Откроется целый фронт сторонников невиновности Микеле. За дело возьмется другой, знаменитый и очень сильный адвокат Аттилио Чеккини. Защищать своего подопечного, не имеющего за душой ни лиры, Чеккини согласился бесплатно. И борьба продолжилась. Борьба за отца против сына. Правда, сам Микеле участвовать в ней откажется. Несмотря на то, что он посчитал поступок Мауро предательством. Несмотря на уговоры адвокатов о том, что доказать вину сына – единственный выход, и что тому в силу возраста ничего не грозит, Перуццо отец наотрез отказался делать это, заявив, что никогда не обвинит плоть от плоти своей. Говорят, сопоставив некоторые факты, Микеле все же пришел к выводу, что страшное преступление совершил именно Мауро. Но никаких официальных заявлений об этом никогда не делалось. Правда, защиту Микеле это не остановило, апелляция не заставила долго ждать. И уж там многочисленные противоречия в разных версиях Мауро не остались без внимания. Например, молодой человек никак не мог определиться относительно места, откуда он якобы наблюдал, как отец убивает Кристину. Сначала он говорил, что видел все из-за каменной кладки, за которой прятался. Потом сказал, что сидел за трансформаторной будкой, потом, что следил за происходящим с крыши свинарника. Были и разные версии того, как он вообще оказался на месте. То пришел раньше, чтобы собирать ежевику, то позже, потому что стало интересно. А еще адвокат попросил принести в зал суда камень, которым, по словам Мауро, его отец ударил Кристину по голове, оставив на лбу небольшую рану. Оказалось, что это огромный булыжник, весом в 13 килограммов, и если бы его действительно опустили с размаху на голову ребенка, то получилась бы не небольшая ранка, а раздавленная голова. Так что этот рассказ выглядит, мягко говоря, неправдоподобным. А вот первая версия Мауро о том, что девочка упала и ударилась головой о камень, напротив, подтверждается. Но, несмотря на все это, и апелляционный суд, и кассация подтвердили приговор Микеле Перуцци – пожизненное заключение. Возможности для защиты на этом были закончены, больше жаловаться было некуда. Но тут прокуратура забивает гол в свои ворота. Одного приговора ей, видимо, показалось мало, и они возбудили новое дело против Микеле и его жены Марии за подстрекательство сына Мауро к самооговору, поскольку в одной из своих многочисленных версий мальчик в какой-то момент обвинил родителей в том, что это они заставили его взять все на себя. Прокуроры, правда, быстро одумались и сами же попросили прекратить процесс, но поздно. Адвокат, для которого это дело стало делом принципа, вцепился в представившийся шанс бульдожьей хваткой. Он настоял на том, что раз подсудимые требуют, значит обвинения должны быть рассмотрены по существу. И уж в этом-то деле он развернулся по полной программе. Чеккини потребовал проведения экспертизы условий видимости в долине Розата, где произошла трагедия. Эту проверку повторяли несколько раз в разные дни, в то же время, что было совершено преступление при той же погоде. В результате обнаружилось, что 23 августа в промежутке времени с 20:30 до 20:45 при таких же условиях, как в день убийства, эта местность полностью погружена в темноту. Так что видеть, что происходит в зарослях, Мауро не мог, ни с одной из названных им позиций, и, следовательно, весь его рассказ – выдумка от начала и до конца. Но самое главное – адвокаты запросили повторную ДНК-экспертизу биологических следов, имевшихся на трусах убийцы. Тут следует уточнить, что, несмотря на первоначальную стремительность, потом дело гуляло по инстанциям несколько лет. И когда, наконец, дошло до повторного анализа ДНК, был уже 97-й год. Наука к тому моменту ушла далеко вперед. На этот раз исследовали не только пятно крови девочки, но и все другие следы, найденные на ткани, включая урину. И барабанная дробь,
эксперты с полной уверенностью заявили, что следы эти принадлежат не Микеле Перуцци, а его сыну Мауро. Теоретически в этом месте я должна была бы закончить свой рассказ. Владелец трусов убийцы найден, справедливость восторжествовала, невиновный на свободе, виновный отправляется на психиатрическое обследование. Магари, говорят в таких случаях итальянцы, если бы так. Микеле опять в кавычках повезло. В дело вступила Генеральная прокуратура с требованием отменить результаты этого процесса, потому что его вообще не должно было быть. То есть, другими словами, имея на руках неопровержимые доказательства невиновности человека, приговоренного пожизненно гнить в тюрьме, прокуратура придралась к спорной юридической закорючке с одной единственной целью – не допустить отмены судебного решения. Возможно, им было даже жаль Микеле, для которого это был последний шанс выйти на свободу, но все же не настолько, чтобы испортить себе статистику. Защита Микеле все же потребовала пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, полагая, что при такой ситуации ничего другого суду просто не остается. Опять разочарование. Суд отказывает в этом пересмотре, так как, по его мнению, эти новые обстоятельства ничего не меняют в деле. Впрочем, вряд ли несчастному Микеле были интересны такие юридические тонкости. Зная, что не виноват, он оставался сидеть в тюрьме с клеймом грязного убийцы. Ведь в его деле по-прежнему значилось «fine pena mai». Конец наказания никогда. – 23 января 2003 года. В возрасте всего 53 лет. Мужчина умрет от инфаркта. Его пытались спасти, вызвали скорую, но он умер по дороге. Санитар, который вез Микеле в больницу, разыскал занимавшегося делом монстра из Бальсарана, журналиста Анджело Ди Никола, чтобы передать ему последние слова Микеле Перуцци. «Скажите всем, что это был не я». В последний путь его провожали не родственники, а односельчане. Проводили с сожалением, фейерверков никто не устраивал. На панихиде, прощаясь, священник сказал, что Микеле Перуцци – символ несправедливого суда. Надпись на его памятнике гласит, что он невинно осужденный. По стечению обстоятельств могила Кристины оказалась совсем рядом, всего в нескольких шагах. Эта история прошлась катком по судьбам всех ее участников. Даже среди тех, кто выжил, ни один не оправился от горького чувства поражения и несправедливости. Ни один не избежал невосполнимых потерь и разрушенной жизни. Разве что усыновленный другой семьей сын Микеле и Марии Мауро Перуцци. Правда, он сменил фамилию, но в остальном, как говорят, у него все хорошо. Живет в Умбрии, женился, 2 детей. Когда адвоката Чекини спросили, хотел бы он, если бы можно было начать жизнь сначала, что-то в ней изменить, он, обладатель платиновой тоги за 70 лет безупречной практики, ответил, что не стал бы тогда адвокатом. Мэтр глубоко разочаровался в судебной системе из-за того, что, несмотря на все отчаянные усилия, она не позволила спасти от несправедливого наказания Микеле Перуцци. Однажды в Италии.